Эти события произошли в последние времена Орды на Руси. Моя матушка рассказывала мне, что я появился на свет во время грозы и отчаянно кричал, испугавшись раскатов грома. Я рос трусливым малым. А вот чего я не боялся и любил всем сердцем, так это мою голубятню с ее воркующими жителями. Однажды песни моих глиняных птиц долетели до княжеских окон, и юный княжич Михаил очнулся от своих хворей. Меня позвали к княжескому двору и приказали развлекать Михаила. Княжич Михаил был немного чудной. У него были взрослые глаза и тихий нрав. Он читал священные книги и подолгу оставался в храме. Иногда казалось мне, что он, совсем еще отрок, знал об этом мире что-то такое, чего не знал я. Словно у него была какая-то тайна. Мы привязались друг к другу, как добрые друзья. Смотри, какой чудной. Я и в самом деле очень боялся грозы. Матушка говорила, что причина моей робости совсем не в грозе и раскатах грома, а в том, что нет во мне усердия к молитве и упования на Господа нашего и Создателя. Но смысл этих слов открылся мне позже.
вот однажды случилась беда. К нашему городу подступили ордынские полчища. Незадолго до этого княжеская дружина ушла в дальний поход, и защищать город было некому. Татары были измотаны многими сражениями и долгой дорогой. Они согласились не идти на приступ, но потребовали к себе в заложники княжича Михаила. С княжичем в татарский плен должен был отправиться я, Симеон, его слуга. Я испугался. Я был готов провалиться сквозь землю от страха, превратиться в мышь, в муравья, в лягушку, в ужа, только бы не идти с княжичем в плен к жестоким кочевникам на верную гибель. И я спрятался. Понимал, что предаю мой город и мой народ, но я ничего не мог поделать с собой.
В городе наступила тишина. Меня уже не искали, обо мне забыли. И тогда я понял, что сделанного уже не вернуть. И теперь я навсегда останусь предателем. И тогда я покинул город, где все напоминало мне о княжиче Михаиле и о моем предательстве. И долго потом скитался я по земле, и был я словно сухой лист, гонимый ветром. Помню, шел я, и была засуха, и был зной великий, и тогда увидел я страждущих людей, которые не оставляли своего упования на Господа и просили Божью Матерь о дожде: «Заступница, помоги!» В другой день, помню, и в другом селении рожала женщина. Роды были тяжелыми, и она умирала. Близкие со слезами на глазах молили и просили Господа о помощи: «Заступница, помоги!» И Матерь Божия умолила Господа даровать ей благополучное разрешение. Женщина родила дитя и сама осталась жива. А еще однажды увидел я страшный пожар. Он разливался подобно огненному морю, и казалось, что людям неоткуда ждать спасения. И все-таки спасение пришло. Пришло от иконы Богородицы. Это было чудо, самое настоящее чудо. Так Господь вел меня своими трудными путями, но я еще не знал, куда приведут меня эти пути. Это был подлинно великий день в моей жизни. Я снова увидел княжича Михаила.
Михаил едва дышал. Глаза его были закрыты, а губы шептали: «Они делают стрелы, они седлают коней. Скорее, скорее, надо успеть, успеть». Михаил был так слаб, что я приходил в отчаяние. Хватит ли у меня сил? Сможем ли предупредить своих? Заступница, помоги! Вырвалось у меня из груди. И вдруг я почувствовал, что малодушный страх, который всю жизнь преследовал меня, в это мгновение отступил. Когда мы, наконец, добрались до русского лагеря, мы увидели несметные татарские полчища. Ордынцы опередили нас. Они уже были на реке Угре, и стрелы свистели над нашими головами. Два берега, два мира, защитники и захватчики, а посредине вольная река. Противостояние было долгим. Татары ждали первых морозов, чтобы перейти на наш берег по окрепшему льду. И вот река стала замерзать. Орда, как зверь, затаилась перед прыжком. Дыхание остановилось. Молитва заговорила в моем сердце голосами молящихся о дожде людей, страждущей женщины, криками горожан в горящем городе и силой чуда, великой помощи Пресвятой Богородицы. Душа моя открылась, и мир переменился навсегда.
Радуйся, Мати Божия, матерную любовь к нам грешным простирающая. Радуйся, силою Твоей нашу немощь восполняющая. Радуйся, милосердие Божие, разумейте нас научающее. Радуйся, к делам милосердия и нас возбуждающее. Радуйся, страх Божий в сердца верных влагающее. Радуйся, грешники, к покаянию призывающие. Радуйся, заступница усердная рода христианского.